Всем доброго денечка. Хочу прогуляться сегодня по лесу, дойти до ближайшей деревни, которая находится в 3 километрах, дойти до озера, до реки. А у нас все зеленеет, хотя погода прохладная и ночью сейчас бывают заморозки. Поле рапсовое до сих пор цветет. Аисты сидят на своих местах, в своих гнездах. И, кстати, аисты снова начали таскать сено и гнезда утеплять. И вот последний домик у нас в деревне. И отсюда есть дорожка, чтобы выйти в лес. Вот этой дорожки, кстати, на карте нет. Есть дорога рядом с полем. Давайте просто послушаем звуки леса, они прекрасные. И я сама очень хотела прийти сюда и тоже послушать. Да, лес, конечно, очень отличается от нашего северного леса. И здесь вот конкретно преобладают дубы. Дубов много. Вообще здесь, в Беларуси, в Брестской области, леса, конечно, бывают тоже разные. И мы недавно с Лешей ездили в одну лесную деревеньку. И там по мере движения по лесу, где-то километров 17 ехали, и леса менялись. Даже встретили бор с беломошником. Соседи рассказывали, что где-то после этой вырубки в самом конце должен быть солоник для оленей. Я дойду, проверю, посмотрю, как он выглядит. Вот здесь высокая трава, могут быть клещи, но если переименовать одну пословицу, то можно сказать, клещей боятся, в лес не ходить. А вот по поводу того, есть ли здесь волки, то кто как говорит. Кто-то говорит есть, кто-то говорит нет. Я хочу верить в версии, где волков нет, потому что, наверное, это самое страшное, что можно здесь встретить в лесах. Говорят, конечно, еще про змей, про огромных кабанов. Но, как говорит Леша, кабаны у нас на севере — это жертва. Это никакой не хищник. Он не может напасть, поэтому мы кабанов не рассматриваем как какая-то угроза. Вот, а змей, наверное, мы еще не видели, поэтому как-то так пока спокойно относимся. Но и рассказывают, что, в принципе, наверное, только один случай есть, где действительно змея укусила, и человеку потребовалась срочная медицинская помощь. Вот такой вот солоник сделан из дерева. И похоже, что олени здесь бывают часто. У меня с собой взята фотоловушка, и я ее повешу сейчас на дерево. И надеюсь, что удастся снять, как вот олени здесь добывают эту соль. По лесам ходить одной мне, конечно, привычно, но я это делала на севере. Хоть там, кажется, леса и глуши, и медведи там, и волки, и вроде как и опасностей больше, но тем не менее я по ним ходила с детства, и поэтому очень привыкла. Здесь все по-другому, другие деревья, другой лес совсем, и поэтому немножко страха есть, но он быстро развеивается, и поэтому я иду дальше.
Здесь такой редкий и приятный лесок. Такое ощущение, как будто я сейчас нахожусь в каком-то парке, а не в лесу. Вот ландыши уже зацвели. Я сейчас все-таки решила немного свернуть с дороги и дойти сначала до озера. Поэтому тут такая дорожка. Прошла одно поле, но там просто травой засеяно. И сейчас должна выйти в такой небольшой лесок, после которого откроется большое озеро. Вот такой вот первый зверь у нас попался. Похоже, мы попали сразу на обед к улиточке. Получается, виноградная улитка. Такой вот первый лесной обитатель у нас с вами тут на дороге появился. Мы пойдем дальше. Все-таки хочется увидеть лесное озеро красивое, пока еще солнце не зашло. Поэтому идем дальше. А у нас, смотрите, лес тем временем поменялся, и уже преобладают березы. Дубы еще, конечно, есть, но все-таки видно, что больше всего берез. И, кстати, хороший здесь черничник. И смотрите, уже какие сформировавшиеся ягоды, уже довольно крупные. Ну вот, подходим к озеру. Красота какая. Сейчас подойдем поближе, полюбуемся. Давайте послушаем просто птичек и природу. Вон там, видите, это не лебедь, это белая цапля. Кстати, очень редкая цапля. Здесь летает только на самом-самом юге Беларуси. Я его все-таки смогла встретить. Сосед рассказывал, что удоды здесь водятся. Сосед еще сказал, что удоды прилетают к нам к дому. Ну, пока мы их не видели, но будем ожидать. Надеюсь, это тоже так. Вот, кажется, впереди наконец-то показалась деревня. Все, вот, к которой я шла, и перед ней сейчас будет речка. Все, конечный пункт достигнут. Сейчас мы посмотрим с вами речку, и в деревню я не буду заходить, пойду назад, потому что уже солнце садится, и я очень боюсь до заката просто не успеть вернуться домой.
Вот на такой красивой ноте, смотрите, это снова белая цапля летит. Спасибо, что вы прогулялись со мной по этому замечательному лесу. До новых встреч!